Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш общий расклад Таро на мужчину, на его мысли, чувства, планы и действия по отношению к вам мы посвятим тематике вашего будущего, что происходит сейчас, что было, что есть, что будет. Ну и будете ли вы вместе? Это потоковое чтение Таро для всех, кто желает разобраться в мыслях, в чувствах, в планах и возможных действиях загаданного мужчины в ближайшем будущем. По традиции начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию, кто пришел на онлайн-гадание. Ну, этот расклад для тех, кто запутался, кто чувствует хаос в отношениях. В принципе, подойдет для всех, потому что хаотичные ситуации бывают в каждых отношениях. Не все идет по плану у вас. Да, и не все должно идти по плану. Вот, и, возможно, все идет не так, как вы задумали. А возможно, вы ждете, да, и не пойми, чего ждете. А в итоге либо пустота, либо не то, что... не то происходит, на то, что вы рассчитываете. Такое ощущение, что в этом хаосе вы теряете человека, на которого сейчас гадаете. Возможно, сейчас у вас такой период, что непонятно, конец или пауза. Ушел или нет. Или не дошел, да. Вернется или нет. Может, он хочет уйти. Вот не пойми, что происходит. Да? Но как будто бы здесь мужчина отдаляется от вас. Состояние такое, что хочется выть не только на Луну, но и на Солнце. Да? Здесь Луна, больше хочется выть на Луну. Как раз у нас полнолуние, тот самый период, когда можно с удовольствием, а может быть от отчаяния, повыть на Луну. Но вас как бы такое предчувствие какое-то терзает, вы его чувствуете, но проговорить вы его не можете, а вот провыть можете или проплакать. То есть на эмоцию вас выводит, как минимум, этот мужчина или его отдаление. Плакать хочется как минимум или повыть. Шестерка пентаклей. Что-то вы не поделили. Понятно, что могли поссориться банально, да. Просто поссориться. Но здесь такое ощущение, что то ли мужчина вам что-то не додал, то ли вы не додали. Может быть, вы не допросили как-то. Не допросили, да. Или не доспросили, не допоняли что-то, да. Но, как минимум, может быть, вы сомневаетесь, даст ли он вам то, на что вы рассчитываете, или то, о чем вы просите. Может быть, боитесь его о чем-то попросить. Или он вам что-то не может дать, а вы просите, а он не может дать. Да? Такое тоже бывает. Колесо фортуны. Еще совсем непонятно, как обернутся ваши отношения. Если у вас сейчас все прям замечательно, то может стать наоборот. А если у вас сейчас все плохо, тоже может стать наоборот. Может быть такой партнер, что утром он уходит, вечером появляется. К примеру, да, колесо фортуны, все меняется. И тут как бы весы, как минимум, эмоциональные качели тут могут присутствовать на фоне того, что партнер то приближается, то отдаляется. В принципе, схема классическая, или расклад такой заурядный, да, ситуация заурядная, как бы заурядная, распространенная, да. Может быть, вам кто-то говорил когда-то, что вы с этим человеком будете маяться, вам будет тяжело, и пройдете очень тяжелые испытания, но потом судьба у вас с этим человеком поменяется. Хорошо. Смотрите, самыми главными арканами вот тут у вас есть пустота, хаос, желание начать все сначала, но оно так вроде бы как и получается, что партнер отдаляется, а потом все сначала и начинается. Видите? Переворачивается ваша судьба отношений постоянно. Очень тяжелое предчувствие. Ощущение того, что не додано вам что-то, не додали в отношениях. И колесо фортуны
Вы надеетесь на что-то хорошее? И да, оно что-то хорошее может быть. Давайте еще у духов спросим, высших сил, как они видят это все со стороны. Но духи говорят, что пока на здесь и сейчас, какие бы ни были отношения, вам желательно их продолжить. Но неплохо было бы, если бы мужчина взял на себя немножко больше ответственности. И духи так вам и говорят. Сильно там не заморачивайся по поводу этих отношений. А мужчина здесь, мы не будем его обвинять, потому что мужчины тоже смотрят, да, я делаю и для мужчин, и для женщин. Мужчины смотрят на себя со стороны, да, где-то свои какие-то моменты подчеркивают себе, может, наоборот, вычеркивают. Но вам не стоит пока сильно винить себя, страдать. Больше обратить внимание на то, все-таки, что мужчина не додает, нежели на то, что вы не додаете. Хотя отношения – это всегда брать-давать. Я всегда об этом говорю. И как умение давать, так и умение брать здесь играет огромную роль в ваших отношениях. Духи говорят, что все может действительно поменяться еще и в лучшую сторону, и в худшую в том числе. Поэтому духи видят, что ваши отношения действительно непредсказуемы, но в основном, наверное, всецело или на 90% зависят от мужчины, от его ответственности и от того, как он управляет отношениями, ситуацией. Давайте немножко повыхватываем инсайты из этих отношений и спросим, в чем причина хаоса ваших отношений. Откуда ветер, даже не ветер дует, а откуда идет вот этот хаос, да, что становится причиной неконтролируемой ситуации в ваших отношениях. Смотрите, во-первых, мужчина может страдать по прошлому, не отпустить прошлое. Я здесь сегодня не делаю диагностики негативного влияния, но учитывая хаос, уход мужчины, Луну, постоянные круговороты. Смотрите, хаос, уход мужчины, Луна, постоянные круговороты. Я могу допустить, что на мужчине может быть приворот. Еще раз, это не точно, не диагностика, но по этой карте здесь это может быть. И я вам даю все варианты, которые тут могут быть. И мужчина просто не отпустил что-то. Обиду на вас или прошлые чувства к прошлому человеку. Кто-то его как будто бы, знаете, тянет в прошлое. Или к эмоции, и к чувствам, к эмоции. Или просто, например, есть женщина еще одна, которая материально зависит от него. Видите, материальные карты, колесо фортуны – это всегда Земля, здесь распределение денег. И мужчина просто может эмоционально быть привязан к прошлым отношениям, в которых он отвечает за прошлые отношения, а в этих отношениях он этой ответственности, о которой я уже говорил вам только что, он так не дает, да, сколько бы мог дать. Хорошо, давайте посмотрим теперь. Навсегда ли он ушел от вас, если он ушел? Да, сейчас, допустим, это конец или пауза. Посмотрим этот момент. Я думаю, что продолжение здесь будет. 8 жезлов обычно о чем-то скором, скоротечном. И 2 восьмерки, да, сейчас это выглядит как будто бы башня, как будто бы все рассыпалось. Но, скорее всего, он скоро даст о себе знать, и это ненадолго. Хорошо, ненадолго. То есть пока пауза, и, скорее всего, позвонит, напишет скоро. Хорошо, чего вам стоит опасаться в этих отношениях больше всего? Самый большой ваш страх в этих отношениях. Чего стоит бояться? Смотрите, наверное, вам стоит бояться, что у него есть любовница. Особенно это для пар, которые в официальном браке. Можно бояться о том, что он отдаляется все дальше и дальше. Если он даже и появится, то дрейф в сторону от вас он, может быть, и не закончит. То есть, можете бояться его потерять. Можете опасаться, если эти отношения на дистанции, то вам будет очень тяжело развивать эти отношения.
Ну и смотрите, можете бояться чего? Того, что он от своей цели вряд ли отступится. То есть для него сейчас его цель первична. И если эта цель не вы, то вас, по сути, как будто бы в этих отношениях и нету. Ну, то есть вы играете далеко не первую роль. Вот этого стоит опасаться. Ну и также возможно быть друг для друга в этих отношениях любовниками тоже для вас не вариант. Ну, как бы нужно опасаться. Ну и как минимум стоит скрывать то, что вы любовники. Если у вас там это все тайна, то лучше, чтобы эта тайна так и осталась, ну, какой-то период. Но здесь и сейчас лучше не сильно светиться. Смотрите, я вижу, как будто бы этот мужчина выбирает, кому дать. Да, кому что-то дать. Вот кому он даст. Да, давайте так посмотрим. Кому он будет отдавать. Деньги, внимание, работу, здоровье, силы, страсть, интересы и так далее. Ну, внимание, да. Кому он уделит внимание? Кому бы он не уделил внимания, он будет уделять внимание по закону и по справедливости. Например, тут союз. Прежде всего это будет жена, дети и все, кто зависит от него по закону. Также он уделит внимание женщине, которая весы. Ну, если у вас такой нету, это воздушная женщина, весы, близнецы, водолей. Ну, или женщина, с которой он связан с законными какими-то отношениями. Ну, тут и логично, и понятно. Да? Куда ведет вас колесо фортуны? К чему ведет вас колесо фортуны? Ну, и вообще, судьба не судьба. Да, так можно посмотреть. Прикинуть сейчас. Пока что колесо фортуны вас ведет по пустой карте в непредсказуемой ситуации, но колесо фортуны ведет вас к открытию правды, какая бы она ни была. Я не буду сейчас говорить, что этот мужчина с вами нечестен. Это не обязательно. Просто вас ведет колесо фортуны туда, где вскроется правда. И когда вскроется правда, тогда что? Давайте смотреть вот как раз духи и посмотрим. Здесь семерка и шестерка дают 13-й аркан, а 13-й аркан – это радикальные перемены. Вот, допустим, вскрывается правда, и тогда течение событий поворачиваются в какую сторону? Например, вы решите говорить правду, или решите замолчать правду, или узнаете правду, или не узнаете правду. Ну вот, а правда открывается, и тогда что? Вот правда открывается, и тогда все меняется точно. Это 100%. Поэтому смотрите, открытие правды в вашей ситуации изменит все навсегда, так как было раньше не будет. И не факт, что будет лучше или будет хуже, так как я говорил, колесо фортуны. То есть правда продолжает открывать самые непредсказуемые варианты или линии жизни, или двери в самые невероятные, непредсказуемые варианты развития событий ваших отношений. Поэтому прежде чем узнать правду, сказать правду, хорошо подумайте, ваши знания, открытия и все, что связано с правдой, настолько влияет на эти отношения, что что-то как было раньше уже не будет. Ну, логично. Ну, окей. Давайте теперь по пятерке кубков спросим у высших сил. Тоскует ли он по вам? Тоскует ли он по вам вот так? Тоскует ли он сейчас по вам? Если именно тоска. Не скучает, а тоскует ли? Пятерка мечей. Карта болезненная достаточно. Он сожалеет. Да, он тоскует и сожалеет о том, что поступил с вами неблагородно. Пятерка мечей. Нечестно. Коварно, подло, низко. Ну и гадко, да, вот так. Поэтому да, у него есть тоска и сожаление. Две пятерки. Видите, колесо фортуны здесь. Все меняется, в нем идет трансформация. Хорошо, а его чувство к вам сейчас? Восьмерка жезлов. Проверим. Вы знаете, он старается не думать о чувствах. Он старается забыть что-то плохое. И у него идет, знаете, вот сперва идет стадия отрицания.
потом идет стадия торга, а потом идет стадия принятия. Да? Вот у него идет третья стадия сейчас принятия. И он пытается принять реальность между вами такой, какова она есть на самом деле, без каких-либо иллюзий, и, возможно, находя в этой ситуации какие-то компромиссы, чтобы то, что произошло между вами, окончательно не разрушило все материальные аспекты. Потому что вот эта карта, возможно, говорит о том, что вы правду уже узнали, и правду вам он уже сказал. И теперь он чувствует, что, может быть, лучше бы этого не надо было делать. А вы сидите и думаете: боже, лучше бы я об этом не знала, я бы от этого крепче и спокойнее спала. Окей, хорошо. Сейчас хочу спросить, что он планировал раньше по отношению к вам? Его цели по отношению к вам, но в прошлом. А вот в прошлом он хотел инвестировать в себя, в вас, в ваше будущее. То есть изначально в эти отношения он мог давать и вкладывать, и готов был давать и вкладывать. Окей. Но что его остановило? Почему он завис? Да, действительно, его остановило. Он завис, и планы его поменялись. Но остановило его прошлое, это всегда прошлое, и остановило его то, что он не отпустил из своей жизни. И остановило его то, что его связывало, и то, над чем он имел власть и чем он распоряжался. Окей. Честен ли ваш мужчина, загаданный с вами сейчас, здесь и сейчас? Говорит ли он вам правду? Хорошая карта. Я скажу так. Скорее да. Но если вы чувствуете, что нет, такое часто бывает, да, что все равно предчувствие ведь есть Луна, тогда я скажу следующее. По Иерофанту мы имеем близнецов. И здесь правда, она всегда, знаете, как двойственная. Скорее всего, он с вами говорит правду, но если вы ему не доверяете, он говорит правду так, чтобы не навредить. Это правда как бы, или знание, которое, как минимум, мудрое, да. Скорее, да. И если и врет, то, врет во благо, да, вот так. Хорошо. Есть ли шансы на перерождение этих отношений? Страшный суд проверим. Да, очень много зависит от мужчины, от его ответственности, как я говорил, от самого мужчины, от характера мужчины, от энергии мужчины, в том числе сексуальной энергии. И, возможно, что-то зависит от магии. Учитывая то, что мы допускали вот эти все влияния, да, может быть, ему надо освобождаться от этого, лично ему, может, вам обоим, тут уже по ситуации смотрите. Да, возможно, магия и характер, харизма мужчины, желание мужчины, все это дает возможность изменить эти отношения, реанимировать их и запустить как бы по сценарию, позитивному сценарию развития ваших отношений. Хорошо. Еще раз хочу спросить 5 мечей. Было ли с его стороны предательство? Да или нет? 7 кубков. Неточная карта, весьма неточная. Иллюзия. Я скажу так, если оно и было, то этот человек был в неадекватном состоянии. И если он вам изменил, предал вас по какой-то причине, то, скорее всего, в это время он был сам не свой. И если бы он принадлежал сам себе, то, скорее всего, он бы так не поступил. Хорошо. На что он не может закрыть глаза в ваших отношениях? Не может. Смотрите, он не может быть вторым, он не может быть слабым, он не может, чтобы, например, вы начали перехватывать инициативу и начали управлять им, варить в воду, как говорится, да, или вставать на первое место. Вот этого он, скорее всего, не потерпит. Хорошо.
Что он готов давать вам сейчас или что он может дать сейчас? Но сейчас он вам немного может дать. Карта очень нересурсная. Денег точно не даст. Ну, по этой карте, во всяком случае. Энергии тоже много не даст. Он может вам дать дистанцию и молчание, которое станет для вас целительной или целебной паузой. Ну и, может быть, может вам мудрый совет какой-то, да, вот как мудрец. Вряд ли он сейчас может что-то изменить или излечить ситуацию. Нересурсная карта в этой позиции, она тут Луна. Ну и в окружении того, что мы видим, она не самая ресурсная. Ну, мне поток не дает, что он вам может вас исцелить каким-то образом. Не знаю, почему-то такая очень холодная карта, да. Хорошо. Что является для него арканом, то есть не картой арканом, а арканом, который держит его за ногу, или гирей, которая держит его за ногу, что его реально останавливает в прошлом, ну или что не дает ему идти вперед. Десятка кубков. Если был в прошлой семье эта семья, ну это могут быть дети, жена и окружение. Больше это его семья, жена и дети, больше всего. Но если вы знаете, что там семья имеет значение, ну, мама, папа, брат, сестра, такое часто бывает, то, возможно, и они. Но на первом месте все равно вот семья у него, да, вот это. Окей. Иерофант. Какой совет вам дают высшие силы? Вот что они могут вам посоветовать? Знаете, все-таки высшие силы вам говорят: не отступай пока, не бросай эти отношения. Если есть возможность помогать как-то, поддерживать мужчину, да, поддерживай и помогай, но только при условии, если он об этом просит. Но, смотри, карты говорят о победе, об успехе, поэтому спрыгивать с коня или с Пегаса, да, успеха не стоит. Поэтому высшие силы советуют пока не отпускать возможность удачи в этих отношениях. Возможно ли чудо в этих отношениях? Вот давайте спрашивать. Чудо все-таки, смотрите, страшный суд, ангелы, высшие силы, маг, магия. Вот я эти три карты вижу прямо как чудо. Даже вот креатив, колесо фортуны, здесь хорошие карты, успех. Возможно ли чудо в позитивном ключе? Возможно. Оно может материализоваться по четверке пентаклей. Да. Карта такая, она зажимистая немножко. Возможно, вам надо пожертвовать чем-то. Не знаю, чем вы можете пожертвовать. Ну, например, золотой монеткой, да. К примеру, да. Там, я не знаю, где вы можете пожертвовать. Ну, где-то нужно пожертвовать. Но чудо возможно, и для этого нужно пожертвовать золотую монету. А под золотой монетой понимаете то, что ближе вашей душе на здесь и сейчас. О чем мечтает сейчас загаданный вами мужчина? Вот его мечты. Ой, он мечтает разобраться и понять, как ему управлять дальше своей жизнью. То есть это понимание. И он мечтает о справедливости. Возможно, не меньше, чем вы. Ну и, возможно, он мечтает не пострадать от чего-то, что ему угрожает, и от того, что он сделал, может быть, по отношению к вам, и может быть, по отношению еще к кому-то. Такое тоже бывает, что человек мог, ну, как бы поступить с окружением своим не очень корректно. Хорошо. Что он будет делать в ближайшее время? Вот его действия в ближайшее время. Двойка кубков. В ближайшее время он может объясниться в любви, открыть свое сердце, свою душу. Возможно, он может исцелить свое сердце, как минимум. Но есть призрачный шанс на исцеление и вашего сердца. Я сказал, что здесь вряд ли он вас исцелит. Но видите, почему-то кадуций здесь как символ исцеления появляется. И у кого вот есть этот символ кадуций, может быть, даже мой, который вы у меня когда-то приобретали, да, для усиления своей силы. Одевайте, он может вам помочь. Хорошо. Что может
стать целением, исцелением или целебным кадуцием в ваших отношениях. Но смотрите, вам сейчас действительно лучше сделать паузу и обратить всю энергию свою, все свое внимание на себя, на свои энергетики. Действительно, пауза для вас целебная, потому что любая эмоция для вас по вот этой вертикали, где Луна, она излишняя. Смотрите, здесь 10 чаш, здесь отдаление, здесь агрессия, здесь принятие. Что станет целебным для вас моментом? Это уединение пока. Вот в этот период поработайте со своей энергетикой, с гармонизацией своих частот, своего пространства, своей вселенной, своего разума. Это пойдет вам на пользу. Хорошо, как он видит сегодня ваше будущее совместное? Ну и видит ли он вообще его? Смотрите, эта карта очень крутая. И он видит вас в будущем. Особенно если вы телец, дева и козерог. Особенно. Но если он вам когда-нибудь говорил вот такое: «Боже, какая ты у меня красивая. Ты у меня как богиня», да, или как природа, или как природа-мать. Ну, вот так, да, вот в таком контексте. Он вас видит, но карта статичная вообще, она как будто бы замерший мир. То есть он видит ваше фото, условно говоря, видит ваш образ и чувствует в вас женщину, которая может быть для него архетипом матери, которого ему не хватает. Если вы знаете, что у него, например, с мамой были какие-то моменты, где ему действительно этого не хватало, то вот вы являетесь этим связующим звеном или пазлом, которого может не хватать. Вот поэтому вам и нельзя соскакивать с этой белой лошади. Обратите внимание, белая лошадь, и здесь все в белом. А учитывая то, что здесь эти гранаты, да, здесь можно сказать, что как будто бы яблоки, да, конь в яблоках или лошадь в яблоках. Поэтому лошадь – это опора здесь. Слышите, да? Хорошо. Будет ли он вас возвращать вдруг? Да, вот это проверим комбинацию. Да, возможно, он будет вас возвращать. Но не стоит рассчитывать на то, что это произойдет быстро. Хотя, учитывая 8 жезлов, может быть, это произойдет неожиданно. Да, вот так. Да, ответ да. И даже вплоть до того, что он, может быть, поедет к вам, да, поедет потратиться на это и сделает вам, может быть, какой-то приятный подарок, которого вы даже не ожидаете. Да, вот так. Хорошо. Этот человек готов давать больше, чем вы уже знаете, или нет? Вот эта комбинация. Да, готов давать больше, но опять-таки я бы вам все-таки пока рекомендовал не торопиться. Эта карта опять медленная, 4. Намного больше не будет. А если вы, извините, раскатали губу, тогда вам за губозагатывательной машинкой. Да, но здесь все будет зависеть от того, как работает брать, давать. Где наша 6 пентаклей, а вот она. Здесь все-таки, видите, рука об руку, поэтому от вас тоже очень многое зависит. Хорошо. Простит ли он вас, если считает, вот этого короля проверим, если он считает, что вы виноваты, он вас простит или нет? Такое часто бывает. Он виноват, но считает всех виноватыми. Да? Возможно, да. Это карта отпускання, в принципі. І, знаєте, як відляже оце на букву Г від грудей, и все будет добре. Да, возможно. Возможно. Скорее, да. И это, знаете, какое-то у меня такое ощущение, что человек отходчивый. Отходчивый. Он любит вас или пользуется? Проверим эту карту. Ой, здесь дьявол, и это пользуется. А вы напишите, почему выпадает дьявол, и как вы считаете. Даже если вы считаете, что он вами не пользуется, напишите, почему здесь выпадает дьявол. Я скажу, пока пользуется. Почему? Может быть, он потерял все деньги.
или попал в какую-то сложную ситуацию. Ну или просто падок на деньги. Такое тоже может быть. Чего вам ни в коем случае нельзя делать в этих отношениях? Ну, смотрите, не акцентируйте внимание на работе, особенно на его работе, на службе, особенно на его службе, и на том, что он вам что-то должен. Ну, пока что так. А он вам ничего и не должен, потому что здесь дурак и дьявол. У него вроде бы как ничего нет, хотя, может быть, и все есть. Но он будет считать, что он вам ничего не должен. Ну, а вам и не надо говорить, что он вам что-то должен. Хорошо, императрица, на что вам стоит рассчитывать? Ну, я эту карту вам оставлю на самопроработку, и если вы еще досмотрели до этого момента, то напишите, как вы считаете, на что вам стоит рассчитывать. И чей комментарий будет самый красивый, тот обязательно получит лично от меня сердечко. Пишите осознанно, продуманно, много и красиво, для себя красиво. Вы пишите для себя все. Десятка пентаклей. Можете рассчитывать на десятку пентаклей. Ну, можете почитать академическое толкование этой карты, и вы поймете, что это есть на что рассчитывать. Но я вам говорил, сильно на много не рассчитываете. А то сойдете с ума и рассчитаетесь. Или он сойдет. Колесница, гордыня. Чего он вам может не простить никогда? Если он узнает, что вы на него химичили, магичили, колдовали, привораживали и так далее, вашей магии он вам не простит. Поэтому держите язык за зубами, чтобы он вам его не укоротил. Ну, вы поняли. Магии он вам не простит. Будете ли вы вместе? Верховная жрица. С одной стороны, нет. А с другой стороны, вам в этом раскладе об этом знать нельзя. А с третьей стороны, эта карта говорит о магии, которая, возможно, есть в этих отношениях. А с четвертой стороны, возможно, вы еще и не готовы об этом знать. С пятой стороны, со стороны духа, все зависит от женской магии, в том числе от вашей магии. И с какой стороны вы посмотрите, напишите в комментарии. Я же скажу так. Вы будете вместе, если сможете открыть двери магии, мистики, женской магии, женской загадки и женской тайны, что в комплексе, если все сложить, может стать частью вашей судьбы. И, возможно, это является частью вашей судьбы, вашей совместной судьбы і ваших лічних качеств як жінки. Світла вам та вашому Всесвітові. Побачимось, почуємось, все буде добре. Па-па.